В этом уроке мы займемся созданием серверного Node.js приложения на TypeScript, а именно положим начало нашему бэкэнду. Давайте приступим. В дальнейшем у нас будет монорепа, но пока что мы просто создадим еще одну папку с бэкэндом в нашем проекте. Давайте создадим новое окно терминала. И, по идее, можем создать папку вот так, а можем, как крутые программисты, через консоль написать mkdir backend. Создали папку. Теперь можем в нее перейти. CD backend. Мы в нее перешли, но она, разумеется, у нас сейчас пустая. Что ж, это будет у нас Node.js приложение, поэтому нам нужен файлик package.json, который мы тоже можем создать через терминал, что, в принципе, вовсе не обязательно, но тем не менее. Команды touch package.json. И давайте теперь его наполним. Так, что у нас здесь важно? Название пакета, это будет backend. Потом обозначим, что у нас приватный. Это почти ни на что не влияет, но в то же время предотвращает его выкладку в NPM пакеты. Потому что на самом деле это не очень важно. Потом мы устанавливаем его версию. Давайте по аналогии с WebApp. Там у нас тоже стоит 3.0. Здесь будет так же. Так, хорошо. И на самом деле этого достаточно для минимальной конфигурации. Теперь давайте установим необходимые пакеты. Что нам на этом этапе будет необходимо? Разумеется, сам TypeScript. Давайте его установим. И TypeScript — это dev dependencies, поэтому добавляем его с флагом D. Так, TypeScript. Установили TypeScript. Отлично. Так, у нас добавились ноды модулис. Мы видим, они зеленые, значит, они хотят попасть в наш git-репозиторий. Нам это не нравится. Поэтому мы также создадим файлик gitignore. Теперь не как крутые программисты, а как обычные. gitignore. Так, я, как владелец MacBook, добавлю сюда файлик dstore, потому что Mac иногда так и норовит его создать. А он нам совсем не нужен, для нас он является мусором. Соответственно, я хочу добавить сюда node modules. И я также сразу добавлю сюда папку dist. Dist — это будет папка, в которой будет собираться наш бэкэнд. Что ж, добавили, все, node modules стал сереньким. Отлично. Что? Теперь давайте добавим наш код. Наш код мы будем хранить в папке src. И главный файл мы назовем index.ts. И пока что наше приложение пускай просто говорит нам hello. Console log. Пускай будет просто hello. Так, сохранили. Так, как мы видим, у нас здесь Prettier совершенно работает не так, как нам хотелось бы. Поэтому мы можем его вынести на верхний уровень, и он должен продолжить работать. Давайте вынесем и еще раз отформатируем. Видите, уже правила применились. Отлично. Хорошо. Дальше. Нужно этот код как-то запустить. Давайте установим пакет, который называется tsnode. Тоже TypeModules. Потому что в продакшене мы будем запускать сбилженный проект, который уже будет на JavaScript. Но пока что давайте просто запустим через tsnode. Так. И как теперь этот tsnode вызвать? Можно написать команду pnpm exec. Это значит выполнить команду, исходя из пакетов, которые есть внутри pnpm. Потому что если мы вызовем просто tsnode без глобальной установки, то он может сказать нам то, что tsnode не найден. А так мы указали pnpm, что он tsnode брать именно из наших node modules. tsnode src index.ts. Вот нам вывелось сообщение hello. На практике наш процесс, он написал hello и завершил процесс. На самом деле, обычно бэкэнд-процесс он никогда не завершается. Мы его выпускаем, он все время существует, потому что он собирается принимать какие-то запросы с фронтенда, ему нужно быть всегда во внимании.
В связи с этим нам нужно установить какую-нибудь штуку, которая позволит нам, изменяя код, автоматически перезапускать этот процесс, чтобы он применялся. Так, давайте это сделаем. Для этого существует пакет, который называется test.node.dev. Как альтернативу, возможно, вы уже слышали об этом, можно использовать nodemon. Nodemon перезапускает указанный процесс всякий раз, когда меняются указанные файлы. Но он работает медленнее, чем test.node.dev. Test.node.dev работает быстрее. И мы будем использовать именно его. Test.node.dev. Ставим. И TS-Node напрямую мы, наверное, даже использовать с вами и не будем. Будем всегда использовать TS-Node.dev, потому что в разработке он удобнее, а в продакшене все равно запускается обычным нодовым процессом. Что ж, добавили TS-Node.dev. Давайте добавим скрипт, который будет запускать наш разработческий процесс. Так, по аналогии с тем, как мы это делали в нашем веб-приложении, сделаем это здесь. Скрипты. Первый скрипт – это dev. И его команда следующая. Так, test.node.dev /src /index.ts. Так, и мы просим его рестартовать. Для этого указываем флаг rs. Хорошо, давайте проверим, как он работает. Вызываем скрипт pnpm и название скрипта. Все то же самое. Ну, собственно, этого мы и добивались. Давайте теперь попробуем сбилдить наше приложение. Как его сбилдить? Чтобы его сбилдить, нам нужно создать команду, которая будет называться build, и она будет вызывать TSC, TypeScript Compiler, который был установлен в рамках пакета TypeScript. Но чтобы сбилдить проект под TypeScript, нам нужно иметь tsconfig файл, в котором определяется, по каким правилам вообще превращать TypeScript код в JavaScript код. Давайте его создадим. tsconfig.json. Вот он должен быть в формате JSON, и с этим ничего не поделаешь на данный момент. Ну и ничего страшного. Так, какое у него должно быть содержимое? Сейчас я вас буду пугать. Смотрите, это официальная документация по TS-конфигу. И она вот такого размера. Вот. Вы можете сесть, все прочитать, все понять и осознанно написать свой TS-конфиг. Но на практике я рекомендую делать не совсем так. Возьмите просто тот, который я вам предлагаю. Вот он. И используйте его. Потом, в какой-то момент времени, у вас вылезет какая-нибудь страшная ошибка в самый неожиданный момент. Она будет совершенно замудренная, вы пойдете ее гуглить и найдете ответ в духе: да вы что, просто добавьте такой-то параметр в ваш TS-конфиг, и все будет хорошо, и объяснены причины. Вы добавите этот флаг, потом будете создавать какой-то следующий проект, да будете уже тянуть обновленный TS-конфиг. Вот. TS-конфиг, его главная задача, чтобы он работал, чтобы у вас приложение запускалось в разработке, и оно нормально билдилось. На практике что-то менять вам нужно будет в поле include, где определяются файлы, которые требуется вообще, в принципе, компилировать. Ну, и также кое-какие еще настройки, и мы в рамках этого курса еще парочку раз к этому TS-конфигу вернемся. Но пока что просто используем это. По основным моментам мы говорим то, что дистрибутив, да, то есть результат билда, вкладывать в папку dist, что модуль у нас в стиле common.js. Я не хочу ударяться в историю о модулях, вот, просто предостерегу вас, что не используйте ESM модули при разработке бэкэнд-приложений, потому что вы потом настрадаетесь. Вот, и с джестом, и с билдом, и вам это не надо. Я оставлю видеоописание, сравнение этих модулей можете посмотреть. Но на практике вот этот вот конфиг просто будет работать. Также известно, что результирующий у нас JavaScript код билдится под эту спецификацию JavaScript. Так, мы создали TS-конфиг файлик. Теперь давайте попробуем сбилдить наше приложение. Хорошо. Билдим. Как билдим?
Билдим через команду build. npm build. На нас ругаются. Вот, говорят, что консоль не найден. И мы здесь это также можем наблюдать. Это все почему? Это все потому, что нужно установить типы для Node.js. Давайте их поставим тоже в dev-зависимости. npm и d types node. Угу. Хорошо. Видим, что ошибка сразу не пропала. И такое бывает еще и в дальнейшем будет встречаться. И если вдруг у вас что-то не так с редактором кода, и он вас не слушается, есть команда command palette. Да, мы помним, как вызывать command palette? Это view command palette. Лучше запомнить, конечно, горячую клавишу. И здесь можно сделать следующее. Reload window, и тогда вы перезапустите все окно. В то же время ваши терминальные окна останутся в нужном состоянии. Единственное, что все обновится. А можно обновить исключительно TypeScript сервер. TypeScript. Вот, Restart TS сервер. Есть еще такая команда. Ее можно отдельно установить. Также, чтобы у вас работала поддержка TypeScript, вам нужно TS-код расширения. Угу. Ладно, ссылку я оставлю в описании к уроку на это TypeScript расширение. Ну вот, JavaScript, TypeScript Nightly. Хорошо, тип установили. Теперь у нас, по идее, должно все сбилдиться. npm build. Так, сбилдилось, появилась папочка dist, и как мы видим, это просто index.js и также карта, которая связывает существующий index.js с нашим TypeScript кодом, чтобы потом мы могли это как-то удобно дебажить, когда будут возникать какие-то ошибки в продакшене. Вот. Можно на него посмотреть. Он вот такой, что, в принципе, вполне себе ожидаемо. Хорошо, мы его сбилдили. Теперь давайте попробуем запустить сбилженный проект. Как это делается? Так, build команда есть. Нам нужен команда start. Так, ну, да, я согласен с Copilot. Это то, что нам нужно. Давайте запустим приложение. npm start. Hello. Как мы видим, уже запускался обычный JS-файлик. Это тоже хорошо. Так, еще что важно, когда мы билдим приложение, нам по-хорошему нужно удалять полностью папку билда, потому что в дальнейшем могут появляться какие-то другие файлы или удаляться, и они автоматически из папки dist не удаляются. Для этого давайте поставим пакет, который называется rimraf. Это универсальный пакет, который будет работать и на Windows, и на Linux, и на OS X. Он просто позволяет удалить то, что мы его попросим удалить. Так, добавляем в наш build скрипт вот такую команду. rimraf, что удалить? А вот эти два амперсанда знают, что в результате успешного выполнения этой команды потом вызвать вот эту команду. И на самом деле так можно много дописывать чего еще. Давайте проверим, что это у нас работает. Еще раз, npm build. Да, отлично. На самом деле он там на фоне все быстро успел удалить и заново создать. Это то, что мы и хотели. И также нам нужно, по аналогии с тем, как у нас есть в веб-апе Prettier, добавить Prettier и сюда. Но для этого нам надо его также сюда еще и установить. npm и d Prettier. Ой. Так, я допустил ошибку. Я изменил пакет JSON, а потом установил пакет. Если я сейчас сохраню, видишь, мне говорят, что конфликт возник. Хорошо, давайте его разрулим. Его разрулить. Да никак. Закрыть, открыть, еще раз вставить команду. Так. Команду. И прогнать Prettier, убедиться, что он работает. Давайте в index.js сделаем что-нибудь не так. Точку запятой просто поставим. Сохраним без форматирования. И npm prettify. Работает. Отлично. Так, что еще мы сделаем в рамках этого урока?
я предлагаю зафиксировать версию Node.js, чтобы все разработчики использовали всегда именно ее. У вас уже должен быть установлен NVM, через который вы выбираете версию. И через команду nvm-list вы можете посмотреть, какая является вашей текущей. Вот у меня почему-то сейчас выбрана 18, а я хочу, чтобы была 20. Для этого я все-таки сделаю nvm use 20. Он говорит, теперь используйте версию 23.1. Ну, давайте перепроверим установку пакетов, что они не меняются. Хорошо, они не меняются. И добавим файлик под названием nvm rc. Причем его тоже можно добавить сразу в корень. nvm rc. И здесь нужно просто поставить версию вашей ноды. Вот указываем такую, и мы между всеми договоримся, что именно она должна быть использована. Как это будет работать? То есть разработчик должен зайти в этот проект, ну, допустим, он сейчас до этого у него использовалось 18, вы заходите в этот проект и пишете, вот сейчас я напишу nvm-list, мы видим, да, то, что текущая моя выбранная версия это 18. Если я напишу просто nvm-use без указания версии, он возьмет ту версию, которая указана в ближайшем nvm-rc файле. nvm-use, все автоматически выбрана нужная версия. Отлично. Версию зафиксировали. Так, это тоже хорошо. Сейчас убедимся, что ничего не забыли. Ничего не забыли. Отлично. В следующем уроке мы будем развивать наше бэкэнд-приложение, делать его уж гораздо более реалистичным. В этом уроке все. Спасибо.